ШЗ. Сейчас будем лететь. Это достаточно интересное место, горное. Сегодня у нас будет облет нового крыла здесь. Поэтому это немного волнительно даже, когда приходишь с крылышком, которым уже летал вместе. Довольно-таки классно, но сегодня Sigma 10, поэтому я немного волнуюсь. Впрочем, как и всегда, предвкушение хорошего полета. Так что пожелайте нам удачи. Увидимся в полете. Вообще, процесс знакомства с крылом – это целый ритуал, как будто знакомишься с незнакомым человеком, у которого есть свои особенности, достоинства и недостатки. Мы уже прошли этапы знакомства с Сигмой на наземной подготовке, полетали в бризовых условиях, и настало время для термических потоков в горах. Ведь весь характер крыла только можно узнать именно здесь, поэтому нужно подходить к этому процессу последовательно. Ведь безопасность всегда в приоритете. Немного информации о погодных условиях. Сегодня ветер западного юго-западного направления. Склоны горы ШЗ преимущественно направлены под юго-запад, поэтому немного косит. Сила встречного ветра от 7 до 11 км в час. Уже вторая половина дня, склоны хорошо прогрелись, а это значит, что у нас есть возможность отлично полетать. Редко выпадают такие деньки на ШЗ. Обычно это место славится узкими сильными термиками и далекими улетами на маршрут. Впрочем, сегодня нам этого не нужно. Наша задача познакомиться с крылом, понять его характер в вечерних термических потоках, а потом уже пробовать его в хорошую и сильную погоду. В общем, мы выкоротили пока по максимуму, потом посмотрим, ждем термика. Ну что хочется сказать про крыло. Достаточно послушное, хорошее, информативное, выпаривает довольно-таки классно. То есть, если есть плюсики, то их довольно-таки легко обрабатывать. Погода потихоньку начинает заканчиваться. Я думаю, полные свои эмоции я опишу чуть позже, когда в голове все уляжется.
Поскольку сейчас пока в полете, это немного затруднительно, потому что крыло новое, очень красивое, и с ним еще предстоит контакт наладить. Давайте пойдем уже, погода заканчивается, на посадочку, наверное. Смотрим на посадочку. Опа. Собрал я мысли в кучу, не совсем, но в принципе есть понимание. Удалось полетать в мягкой термичке, потоки были такие до двоечки, приятные, хорошие, сформированные местами, иногда не сформированные. В общем, обычный такой лайтовый день после где-то 4 вечера, когда уже все нагрелось, сформировано и так далее. В общем, условия полета были сегодня такие. Что приятно, так это то, что крыло действительно управляется, то есть без запаздывания и так далее. То есть крыло мне показалось легче контролировать, нежели 8-ю Сигму, потому что 8-ка немного запаздывания все-таки делает, но если здесь делаешь все вовремя, соответственно, крыло очень легко удерживать над головой. Впечатления очень положительные пока по работе в потоках. Соответственно, мне очень понравилось то, что 10-ка доруливает в поток, то есть ее не нужно запихивать как 8-ку. Это не хорошо, не плохо, это просто особенность крыла. Но приятно то, что когда на триммерной поток обрабатываешь, нужно, соответственно, на триммерной на ней крутить. Я пока просто попробовал несколько потоков так обработать. Показалось намного эффективнее, нежели на зажатом крыле, потому что она и как-то постабильнее ведет себя, но на триммерной, получается, ушки еще начинают поигрывать. То есть, если некомфортно, чуть подзатягиваешь клеванту, если комфортно, соответственно, просто внешнюю отпускаешь и не паришься, соответственно, крутит она довольно-таки резво. В забросах ведет себя более чем адекватно. Был какой-то узкий такой неприятный заброс, то есть крыло сначала, соответственно, выходит наверх, потом в минус прыгает, ничего такого нету, чуть притормаживаешь его и все. То есть никакого расколбаса и так далее. Также крыл я загрузил где-то на 107 килограмм из 114, там 110 поверху. Нужно будет его догрузить еще, посмотреть в более сильную погоду. В общем, очень приятное впечатление осталось от крылышка. И будем смотреть дальше, пока все нравится. Есть некоторые особенности. Хотелось бы на акселе побольше полетать. Сегодня практически не летал на нем. Подведем очередные промежуточные итоги. Пока Сигма показала себя с положительной стороны, с некоторыми особенностями, но у каждого крыла они есть. Впрочем, дело привычки. В целом можно оценить поведение крыла как образцово-показательное, конечно, в рамках ENC категории. Возможно, следующая часть обзора выйдет не сразу, нужно будет полетать на Сигме в сильных условиях, а для этого нужно время и погода, соответственно, самое интересное впереди. Подписывайтесь, оставляйте комментарии под видео. Всем красивых и безопасных полетов, до новых встреч!
передайте какие-нибудь пожелания пилотам Краснодарского края. Желаю всем счастья, Вау, здоровья супер, и радости. молодцы. Давайте пятюлю. Опа, опа, Давай. и давайте. Молодчина.